Сейчас что у нас на дворе? Июнь, серединка. Врубили вторую камеру. Скоро будет на дорогах на наших. Раз, два, три. Так, звук пошел. Ну что, не прошло полчаса. Полчаса готовки, сварился. Выехать нужно, прям срочно. Поедем кругаля дадим. Контент, конечно, вы увидите, наверное, скорее всего, ближе к зиме. Больше чем уверен. Если уже будет прям прохладно на улице, то есть вот вам передаю вот эту всю красоту, всю зелень нашего такого летнего, сказал даже настроения. Сейчас что у нас на дворе? Июнь, серединка. 2 месяца ждал. Да, кстати, рассказываем, что к чему, да. 2 месяца. 2 месяца был на больничном, драйвер, можно сказать, почти 2 месяца. Да. Это вот мой первый выезд после того инцидента. Было времени много посмотреть контент друзей, подписчиков. И смотрел новые моды, уже какие-то идеи создавали, какие-то идеи мы запустили в ход. Дальше больше, интереснее. Конечно, сейчас я уже вам, это когда вы это видео увидите, вы уже до этого посмотрите тонну контента на моем канале. Особенно вот эти вот мелкие влоги я начал записывать ежедневно. По-другому это как назовешь. И это вот прям, ну, такой челлендж, такая нагрузочка для меня. Все вот так вот именно работает. Блин, как я по тебе соскучился, мотоцикл. Вы себе даже представить не можете, как он прет. Дичь какая-то. Ну вот я пока в гараже собирался, вспотел как конь. По-другому это не назовешь. Поэтому, конечно же, не скучал, если честно. Но в этом есть свой какой-то такой прикольчик. Ну, то есть водители автомобилей там, ой, там сиденье горячее, что-то вспотели. А здесь ты одеваешь комбез, до гаража спускаешься, там, ну, вот у меня там, скажем, со 2-го этажа вниз приходишь в гараж, и ты уже мокрый, ты еще даже километра не проехал, уже как конь. Ну, как-то вот так это работает, если честно. Так, взгляд через плечо делаем обязательно, безопасное движение, ride safe, я уже вам напоминал, буду частенько еще напоминать. Кольцо вот когда-то новое построили, такие маленькие кустики были, сейчас, блин, такие кустырники стоят прям. Ну-ка. Ну, сейчас вот эта вот пайка, вот эта асфальтная, блин, она прям аж напрягает. Потому что она скользковатая. Но не скользко. Поедем в соседнюю деревню. Да, в определенный угол еще рука чувствуется, что, ну, не очень комфортно, если честно. Из-за этого мы сегодня не будем палку перегибать, не поедем, конечно же, никакие там 300 километров не поедем. Если я 100 километров проеду, я буду вообще на 7-м небе. Первый раз, конечно же, выехал именно вот с такой рамкой, с камерой, намного сейчас кайфовее, то есть рамка спереди, каски прям, вот этого не чувствуется больше, что тебе там разворачивает шею, сопротивляться. Шейные позвонки отдыхают, это прям 300%. Я сам сейчас кайфую, легче камеру управлять, легче будет ее сейчас бросить на зарядку куда-то там, да.
Хотел, кстати, уже с этими чашками распрощаться на днях, потому что, ну, что-то они мешают. То есть они вроде бы как задержат холодный воздух, но они никак у меня вот с вот этими вот кавасаковскими всякими принадлежностями не сходятся. Тем более стекло не дает. Я вот думаю все-таки, ну, снять их или не снять, не знаю, что делать. Вот честно, это когда проедешься в холодное время суток, такое, да не, снимать их не буду. А потом, в принципе, опять начинается вот эта вот тема, что прям думаешь, нафиг она нужна, это надо снять. Камеру положил здесь на зарядку, кстати. Ну, да, заряжается. Вот здесь и давно не был. Смотри, на ровном месте. Что-то здесь же было, да? Сравняли. Пожалуйста, вам новый дом строят. Так. Камеру вторую возьмем, сейчас врубаем. Как вам такая тема? Попробовать что-то новенькое. Врубили вторую камеру. Так. Вот. Сегодня прям две камеры и вперед. Единственное, вот что я хотел, я реально это забыл. Не специально. У меня есть еще несколько аккумуляторов. Я их, наверное, в следующий раз буду брать с собой. Ну да ладно. Об этом уже другая история. Попробуем что-то новенькое, что-то интересненькое, может быть, может кому-то понравится, так временами можно будет делать. Так. Грузовичок, грузовик-холодильник, в таких еду возит. Ну что, 22, ну чуть-чуть теплее стало, но это тепло скорее от мотора ушло наверх на термометр. Все, перестроились. Время, я не знаю, это, кстати, правильное время идет на Кавасаки или нет. Вау. Блин, аж тормоза поскрипывают. Дожили. Так, ну вот. Записываем мы на эту камеру сразу, два в одном.
такими мелкими шагами. Надо потихоньку вкатываться. Надеюсь, сезон будет веселее, много будет километров проехано, потому что последний сезон прям, ну, что-то работы было много, дожди были, какие-то вот всякие другие местами не очень приятные ситуации. Очень мало проехал за последний сезон, да, есть такое. Но, блин, я как бы, ну, проеду лучше 2000, но зато все четко, все на спокойнике. В этом сезоне, думаю, все-таки будет больше, потому что все только начинается, вкатываемся, тем более сейчас резину поставил наконец-таки туринговую, посмотрим, в каких она себя рамках будет вести, как вести себя будет, как она себя будет показывать на более длинных дистанциях, если будет меньше поворотов и больше прямой дороги. Потому что с оригинальным Бриджтоном это было просто боль. То есть я после какой-то длинной дистанции смотрю на баллон, а его как будто рубанком прошлись, а посередине прям, ну, вот это прям какая-то дикая боль. Это очень неприятно. В плане того, что ты знаешь, блин, задний баллон стоит 180 евро. А он быстрее стирается, чем ты зарабатываешь. И рука просто вот после гипса сразу не давала мне, в принципе, шанс. Ручку газ держал или что-то такое. Ну вот сейчас вот 2 недели ее разработал уже, то есть 2 недели прошло. И прям чувствуется уже, что, то есть прогресс. Сейчас вот я проехал, я не знаю, я даже не засек, кстати. Так, 2 евро-литра, 2,1. Так. Ну, в принципе, нормально. Снимаем с этого ракурса. Хватит сегодня? Я на днях насмотрелся вот этих всех видосов насчет экшн камеры. Я думал, что у меня так она быстро все-таки садится, там не дает этому всему. Батарейка в корпусе жутко нагревалась. И это как бы ее тормозило сильно. Поедем теперь боком от солнца. Безопасность. Не вылазим у кого-нибудь под носом. А именно ждем, когда движение более-менее рассосется, чтобы никому не вынуждать какое-то делать агрессивное там экстремальное торможение. Пригород. Такие неплохие домики. Земля здесь тоже стоит недешево. На днях, кстати, заезжал в Люйск. Джинсы с такими же протекторами, чтобы были, потому что эти уже что-то все. Мне джинсы нужны, потому что вот эта сумочка Джо, пункты, где, чтобы она не съезжала, не передвигалась. А то я так своим замочком чуть-чуть пластик прокорябал сбоку на Кавасаки. Это я заметил, к сожалению, не сразу. Впереди машинка классная, Маздочка MX-5. О, нифига себе, куда меня занесло. Ё-моё. Сейчас мне надо проехать здесь налево. Камера еще работает, кстати. Вау.
Еще работает, но скоро выключится. Надо будет, наверное, мне взять и поменять сейчас аккумулятор в ней. Да, уже скоро аккумулятор выключится. Я сейчас возьму и поменяю окушку. На Porsche творится, тут еще и BMW рядом. Фу. Так, что у нас тут? Да нет, шлагбаума нет, я не вижу. Вот и я. А вот Porsche тоже. Вот здесь мне еще внутри не было никогда. Ничего себе, приехал на Хаябузу. Ну, Porsche, блин, стекло такое у него классное. Плохо даже автомобили видно. Вот что здесь у нас. Turbo S, Turbo, Taycan. Вот, кстати, Porsche уже зарядка есть своя. Смотри. Вот это круто. Вот это реально круто. Уже, кстати, да, Porsche на электричестве сейчас уже становится все больше и больше. Так что нет ничего невозможного. У нас уже и Porsche ездит на электричестве, не только Tesla или какой-то там у нас вот Toyota. Сейчас вот Mazda я на электричестве видел. На электричестве сейчас очень много автомобилей. Слушай, неплохо выгляжу. Вот так подъехал. Так вот подъезжаешь к окошку, вот Targa, и вот так вот раз в стекле, и как будто я за Porsche сижу за рулем. Прикольно. Надо батарейку поменять, и потом можно будет дальше ехать. Так. Сейчас мы поменяем батарейку. Потому что эта батарейка нам говорит уже сейчас до свидания скоро очень. А здесь у меня заряженная должна быть. Более или менее. Я думаю, батарейка там села. Сорян, взял, остановился. Вот эта камера прям горячая. Да, гудишь. До начала светофора. Я так редко очень делаю. Лучше вообще не делать. Все, полетел. Гонщик. Ну вот, записываем. И там, и здесь. И там, и тут. И там, и тут. И там, и тут. Ну вы уж совсем. А вот так. Ну, здесь сегодня вон Porsche. Смотрели Porsche на электричестве. Это же кошмар! Кошмар! Да, вот BMW, пожалуйста. Что тут, думаю, полиция на ремонте? Ну, давайте заедем. Просто мне интересно очень. Ну, вот у них есть еще тут и мото. Кстати, вот мне хотелось посмотреть Мини Купер. Вот нулевый Мини Купер S на электро, 100%. Ну, вся морда, он закрытая, там только электричество. А вон тут стоят в ряд. Обалдеть. Что это такое? X. Ну-ка. Что это за бэха? X4M. Новая, смотри. Как можно потратить 120 тысяч евро? Вот так вот выглядит 120 тысяч евро. 120 штук. Охренеть можно. И она, блин, цену теряет. Это еще X4M. Я такой еще даже никогда не видел. Вот тебе, пожалуйста. Нулевый. У него еще там вон заводские чехлы стоят. Скоро будет на дорогах на наших. Точевые. Ну вот он, пожалуйста, полицейский. Новая. Ну, вот это вот весь, где я сейчас ездил, вот эти вот постройки вот эти все, да, это все вот абсолютно свежее, новое. Вот это вот, чем дальше фирмы, вот эти вот последние, вот это все, пятак вот этот вот, это максимум этому 4 года, 5 лет может быть. BMW здесь тоже приехал в каком году? BMW уже может здесь тоже лет 8 стоит, не больше. То есть вот этот вот пятак, где я сейчас еду, вот эти все постройки, заводы, 10 лет назад здесь вообще ничего не было, просто поле. Силой своего воображения представь себе, какой замечательный жилмассив будет здесь создан. Вот тут за забором стоят, ё-моё, тут одни, а все новые. Реально все новые, там, блин, еще и крыша не закрыта. О, на мотоцикле ездит мотошкола.
нормально. В таких вещах вот очень удобно, вот эти вот улицы такие, заходишь, где вот фирмы, тупики такие, заезжают, автомотошколы тренируются. Довольно-таки распространенная тема, кстати. И вот представляете, в то время, я помню, вот лет 10 назад начала вот эта фирма построилась, Porsche, что-то вот они только начали переезжать, да, были Porsche, вот эти, мне даже вот эти первые, потом Porsche. Ну и все. И потом вот этот тут еще большой. А теперь все застроили. Ну, BMW, конечно, вот видите, BMW стоит 120 тысяч евро, стоит просто тупо на улице. Не прячет вот эти автомобили. Вот стоят тоже, я как-то заезжал здесь, показывал, что здесь Citroёn, Mazda, сейчас вот стало Nissan. Никому ничего не надо, то есть там без разницы, машина стоит 10 тысяч евро или 50, все стоит на улице. Потому что на улице у них там тоже какая-то страховка есть, которая стоит, конечно, золото. Но если там ураган будет, или своруют машину, или там дерево упадет какое-нибудь, там разобьет стекло, тут все как бы оплаченное, да? Все вот это уже все оплачено. Все нормально, все застраховано. Я сегодня раз вспоминал насчет страховок, вот эту тему, вспомнил песню Басты. Застрахуй, братуху, застрахуй. Вот чего я не ожидал, респект. Так что все, кто говорят там вещи из Китая, какое-то фуфло, да нет. Камера, он 3-й сезон пишет в неплохом качестве, причем пишет. Тут еще некоторые экшн камеры за 400 евро, подвинутся, потому что по времени она пишет прям адски много и не парится вообще. А сейчас я еще с корпуса вытащил, чтобы она отдыхала. Ну, то есть остывала. Вообще она кайфует. Я уже вот сейчас вот сам проехал час, но она пишет и пишет. Реально нормально. За такие бабки она пишет прям по-божески. В тенек заезжаешь, прям кайф. Я прям тащусь. Тем более 21 градус. О, шикардос. Завтра, может быть, проедем на 50 километров больше. Уху, вот это прикол. А у меня еще визор темный, понимаешь? В чего прикол, то что у меня визор темный. Я вообще плохо вижу, если честно. Эй, здорово. Африка поехал. Африку, кстати, ночью узнать можно. Ну слушай, вот это прикол. Раз, два, три. Сделали такой минут 15, наверное, паузу, я бы даже сказал. Ну, не то чтобы перекур, но паузу точно, потому что мы не курим. Возьму в следующий раз просто с собой еще, наверное, пару аккумов дополнительно. Это мне может дать времени больше. Все. Путь. Солнышко сегодня, его. Вот так вот сделаем. Вот он, красавчик. Ну вот, классика. Все, теперь едем домой, солнце теперь нам светит в спину. Как-то посвободнее двигаешься. Когда оно прям тебе в глаза светило, реально напрягало чуть-чуть.
Ну вот тут песочком уже засыпали. Что случилось? Уже опять авария? Не, ну Веспа, конечно, вот такую я вообще тоже хотел. Что-то вот такое. Это прям старенький такой формат. Там резина еще нифига не обкатанная вообще. От слова вообще. Он едет, не закладывает его. Моторчик как газонокосилки, а блин. От него вот этот еще запах, вот это масло с бензином. Обалдеть. Вот это вот так вот время бежит. Вот я уже получается такой старый. Ха-ха. Ну, вот сегодня вот прям от души. Я прям записал. Ну а что, на сегодня на этом влоге, на таком вот обширном, можно сказать, все. Я прям записал прям от души для вас. Не мало контента, реально не мало получилось. В дальнейшем вот такую вот, именно вот такую погоду вот захватывать, чтобы было еще больше вот такого годного. 90% будет показываться именно в зимнее время года. Ну, чтобы было клево, да, чтобы вам передать вот этот весь кайф, тепло, красивую вот эту вот погоду, все зимой, когда на улице слякоть, там снег, я не знаю, у кого что. Мне даже самому, когда я вот в том году монтировал, было намного приятнее вот смотреть. Записываешь, проходит 3-4 месяца, начинаешь монтировать, вспоминать, когда ты ехал, что происходило, вот это вот тепло, даже при монтаже как-то намного интереснее, прям даже что ли. Ну, тут как бы уже не мне решать, будем все по обстоятельству, то есть если будет где-то вот летом 2-3 дня подряд прям нехорошая погода, я, наверное, там прям уже начну какой-то один из первых видосов этого года уже монтировать, потому что все, на данный момент у меня уже контента с 2021 года нет, об этом я уже как-то объявил на днях. То есть закончилось, все остальное будет сейчас записываться, это уже контент именно вот показываться в 22 года. I walk around like that nigga on the trigger. If a nigga wants some smoke, I let it drop.